Привет, с вами Казка. В этом ролике мы с вами поговорим, как можно улучшить графику. Не с помощью модификаций, это тема для отдельного видео, а с помощью технологии DSR степень и некоторых параметров панели управления NVIDIA. Что такое DSR степень? Если сказать кратко и очень грубо, из Full HD превращается в 4К разрешение. А теперь более подробно. DSR – это динамическое супер разрешение, которое позволяет рассчитывать картинку в играх в более высоком разрешении, а затем масштабирует полученный результат до разрешения вашего монитора, обеспечивая графику в 4К на HD экране. Она совместима со всеми мониторами, плюс является частью оптимальных игровых настроек, которые предлагает утилита GeForce Experience. Как нам приводят пример сами NVIDIA на игре Dark Souls 2, в разрешении 1920 на 1080 трава мерцает и сильно робит при движении. И кажется, что часть изображения пропадает. Подробное рассмотрение пикселей дает понять, что трава отображается подобным образом из-за того, что в разрешении 1920 на 1080 недостаточное число точек выборки для отображения мелких деталей. В разрешении 4К число точек выборки увеличивается в 4 раза, благодаря чему в игре более детально отображается каждая травинка. Также DSR применяет специально созданный фильтр Гаусса во время масштабирования 4К изображения. Благодаря фильтру Гаусса артефакты алиасинга значительно сокращаются и даже полностью исчезают, что еще больше повышает качество картинки. Последние драйвера NVIDIA слегка изменили DSR степень. Теперь более понятно, на какое разрешение мы будем масштабировать. Перед тем, как покажу настройку DSR, давайте разберемся, где лучше всего использовать эту технологию. Лично, на мое субъективное мнение, только в стареньких либо относительно стареньких играх по типу Ведьмак 1, Готика, Bloodlines, GTA San Andreas и многие другие. Я перечислил те игры, которые сейчас прохожу и проверял, как работает DSR степень. Также можно использовать GTA 5, Tank, Dark Souls, Warframe. Вообще DSR работает практически в любой игре. Просто в новинках, как многие тесты на YouTube показывают, я считаю, это не сильно разумно использовать. Во-первых, в новых играх проблем с лесенками, прорисовкой по сути нет. Ставишь высокое сглаживание и все работает неплохо. А вот масштабирование с помощью DSR в 4К кушает приличный FPS. Теперь перейдем к настройке DSR. Перед тем, как использовать, рекомендую обновить драйвера вашей видеокарты. После этого нажимаем правую кнопку мышки на рабочем столе, панель управления NVIDIA. На вкладке параметры 3D переходим на управление параметрами 3D. Начнем сразу с DSR степени. Справа у нас указано то разрешение, в которое мы будем масштабировать. Есть более устаревшее масштабирование, которое раньше использовалось, и то, что нам предлагает сами NVIDIA. Я рекомендую поставить галочки на 1.78 и 2.25. Если у вас не сильно мощный ПК, но в стареньких играх хочется улучшить картинку, то ставим галочку еще и на 1.20. Подумаешь, на одно разрешение будет больше. И нажимаем ОК. Теперь нам доступна DSR плавность. Здесь мы делаем настройку самого фильтра Гаусса. Все это подстраивайте под себя. Мне лично понравилось значение от 20 до 40. После этого нажимаем применить, заходим в игру, настройки, ищите там, где у вас указано разрешение. И выбирайте, допустим, 3840 на 2160. Если у вас FPS сильно упал, то можете слегка понизить само разрешение. Окей, с DSR мы разобрались. Теперь по поводу настройки панели управления NVIDIA. На вкладке управления параметрами 3D находим анизотропная фильтрация и ставим 16X. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Затенение фонового освещения ставим на качество. Многокадровое сглаживание MFAA обязательно включаем. Режим низкой задержки. Я лично для стареньких игрушек отключаю. Режим управления электропитанием. Выбираем максимальную производительность. Фильтрация текстур качества. Выбираем качество либо высокое качество. Фильтрация текстур, анизотропная оптимизация и трилейная оптимизация тоже включаем. Нажимаем применить. Если вы не хотите делать глобальную настройку для всех игр, а только для определенной игры, тогда переходим на программные настройки, нажимаем добавить, обзор и указываем путь к папке с игрой, а точнее к приложению, которое запускает эту игру. И здесь уже делаете абсолютно те же самые настроечки, которые я вам показывал ранее. Но есть одна фишечка, не самая приятная, конечно, касается движка в стареньких играх.
Допустим, Ведьмак 1. Если не ставить ограничения по FPS, у вас будет в самой игре примерно 400-500 кадров, а то и больше. И из-за того, что движок плохо работает с высокой частотой кадров, у вас игра может фризить, тормозить, вылетать и так далее. Поэтому я рекомендую фиксировать частоту кадров. Если у вас моник 60 Гц, ставите 60-65. Если 144 Гц, ставите 144-160. Далеко не все игры так выделываются, но просто помните, что это решается проще простого. Да и вообще, зачем вам лишний раз напрягать вашу видеокарту? Плюс в некоторых старых играх нельзя включить вертикальную синхронизацию, поэтому делаем ограничения. В принципе, на этом все. Я не вижу смысла ролик затягивать еще дольше. Как работает, рассказал, как настроить, показал. Если ролик тебе показался полезным, можешь поддержать канал. Как это сделать? Просто поставить большой палец вверх чуть-чуть ниже самого видоса. За подписку, колокольчик и репост. Далеко не все это делают, но знайте, отдельное место в раю для вас уже готово. До скорых встреч!